Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Когда мы хотим приготовить что-то легкое, мы готовим чуду из зелени. Они получаются очень вкусные, очень сытные и полезные. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. У вас получится большой пирог с зеленью. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. 200 мл горячей воды, не крутой кипяток, просто горячая вода. Сюда же добавляю 1 чайную ложку соли, перемешиваем. И сюда же добавляем просеянную муку. Муки у меня 400 грамм. Замешиваем тесто. Должно получиться мягкое тесто. Где-то 2 столовые ложки растительного масла. Если у вас тесто получается слишком крутым, добавьте еще немного воды. Точное количество ингредиентов под видео в описании обязательно укажу. Мои дорогие, уже в Telegram создана группа. Присоединяйтесь. Сейчас выкладываем на стол. И еще минутки 2-3 вымешиваем хорошенько. Обычно у меня такой замес теста на 2 чуду, больших, круглых. Вы можете из этого же теста готовить мясные чуду с зеленью. Вот то, что мы делаем тесто сейчас с горячей водой, оно уже, посмотрите, какое потрясающее, готовое практически. Клейковина муки очень быстро раскрывается. И буквально минутки 2 вымешиваем, и тесто готово. Посмотрите, какое тесто у нас получилось. Мягкое, очень красивое уже. Подкатываем его в шар. И в пакетик на минут 10. Вот посмотрите, я зелень нарезала 2 дня назад. Я ее ничем не приправляла. И она в холодильнике зелененькая-зелененькая сохраняется. Потому что влаги нет, она суховата. Я об этом рассказывала там, где я готовила чуду из зелени, тонкая. Я оставлю ссылочку под видео в описании. 1 головку лука нам нужно нарезать кубиками мелко и обжарить в масле растительном. Все готово. Идем обжаривать. 20 мл растительного масла в сковородку на средний огонь. Постоянно помешиваем. И обжариваем до золотистого цвета. Все, лучок готов. 100 грамм грецких орехов нужно измельчить. Не очень мелко. Вот так. Сюда же добавляем орехи и добавляем прожаренный лучок. Сейчас в этой же сковороде будем обжаривать колбасу сушеную. Совсем немного растительного масла. И сюда же отправляем колбаску, слегка обжарим. Вот так, буквально минутки 3-4. И достаточно. Все готово. Отправляем в зелень. Дадим немножко остыть и отправляем в зелень. Добавляем сушеную колбаску, начинки наши. Как же она ароматно пахнет. Колбаска солоноватая. Сейчас все хорошо перемешиваем аккуратно. Если вы не хотите добавлять колбасу или у вас ее нету, вы можете добавить немного сливочного масла и творог. Подсолить его, либо сыр осетинский, адыгейский подойдет. Моцарелла, сулугуни сюда не подойдет такой сыр. Вот так все хорошо перемешиваем. Все готово. Сюда же я добавляю 5 яиц и желтки и белки вместе. И заливаем сюда же. Вот из такой начинки очень вкусно готовить и курзе, пельмени. Очень вкусные, тонкие чуду. Вот я сейчас готовлю чуду как пирог, а вы можете разные готовить. Эта начинка потрясающе вкусная. Яйца можете уменьшить, тоже будет вкусно. Очень полезно, очень вкусно, сытно. И никто не откажется от такой вкуснятины. Все готово. И теперь приступаем к тесту. Подпыляем мукой. Тесто наше прекрасно отдохнуло, очень мягкое. И нам нужно его разделить на 4 части. У нас будет 2 пирога. 2 части побольше и 2 части поменьше. 2 кусочка у меня по 204 грамма и по 103. 2. Скатываем в шарики. Вот такой ровный шарик. И на тарелочку. Чтобы ровный был шарик.
Выкладываем на тарелочку. И после любой манипуляции с тестом дадим минут 5 отдохнуть. Подготовим противень. Немного смажем его растительным маслом. Противень у меня в диаметре 38 сантиметров. Вот так хорошо его промасливаем, чтобы нигде ничего не прилипло. И я буду стремиться к этому размеру. Духовку сразу включаем на 180 градусов. Подпыляем мукой. Тесто мягкое. И раскатываем. Когда вы создаете хороший шарик, вам легче потом раскатывать, и края ровные. Сейчас я возьму специальную доску, буду примеряться по ней. Вот, тоньше раскатывать и не нужно. У меня здесь достаточно муки, и я пока складываю вот так. Убираю до лучших времен. И теперь маленький шарик. Так, чтобы везде была мука, чтобы не прилипало. Второй пласт большим не делаем, потому что мы будем пирог замыкать косичкой. Достаточно. Тоже складываем. Подпыляем мукой. Совсем чуть-чуть, чтобы она даже не чувствовалась. И теперь раскладываем. Вот посмотрите, точно по размеру. Когда часто чудо делаешь, уже глаз наметан. В отдельную емкость переложила начинку, которую буду применять сейчас именно к этому пирогу. Присаливаем. Все делаем по вкусу. Чуть-чуть перчика. Начинку можно попробовать, не бойтесь, как вам соли, достаточно или нет. И сейчас сразу формируем чуду. Выкладываем и распределяем ровным слоем. Таким чуду можно накормить целую компанию друзей. От краев оставляем расстояние. Все распределили ровным слоем. Вот так немного подтягиваем. Поднимаем с краев. И сейчас начинаем защипывать знаменитой косичкой дагестанской. Вот так защипываем с обеих сторон. И у нас получается косичка. Только двумя пальцами. Доска эта очень удобная. Вот ей очень удобно формировать. Вот так двигаешь. И все великолепно закрывается. Можно делать овальной формы. У меня на канале представлено очень много разных чуду. Я оставлю ссылочки под видео в описании. Заходите, посмотрите, пожалуйста. Все готово. Убеждаемся, что не прилипло. Отлично. Перекладываем на противень. В серединке делаем дырочку, чтобы пар вырывался. Вот так, аккуратно. Можно сделать вот такие надрезики, тоже будет очень красиво. Яйцо и желток и белок вместе. Быстро смазываем и в духовочку. Смазываем везде. Включаем на 200 градусов. Включаем вверх-вниз. Если вы будете печь на низкой температуре, у вас пирог будет очень жесткий. Поэтому включайте 200 градусов смело. И выпекайте минут 30-40. Смотрите по особенностям вашей духовки. И абсолютно не бойтесь, что внутри у вас не пропечется мясо сушеное. Все пропекается великолепно. Если вы сушеное мясо не добавляете, то вы можете, когда сформировали начинку, кусочки масла, где-то грамм 20-15, выложить кусочками. Отправляем в духовку. Раскатываем следующий. Основание готово. И теперь раскатываем вверх. И верх тоже готов. Слегка подпыляем и раскладываем основание. Присаливаем, поперчим, все хорошо перемешиваем. И выкладываем. Такое чудо точно не купите нигде. Нужно самим готовить. Очень добротное получается. Особенно для тех, кто любит начинку, кто любит полезную еду. Эти чудо зелень, здесь только шпината, зеленого лука, полезной травы.
Это кладезь витаминов. Все готово. И выкладываем сверху, прям посередине. И начинаем защипывать. Распрямляем немножко. И выкладываем на тарелочку большую наш пирог. Смазываем сверху сливочным маслом и накрываем пленочкой. Сейчас он пока у нас, видите, какой жестковатый. Но сейчас под полотенчиком полежит минут 10 и будет изумительный. Пахнет просто изумительно. Немножко пусть попадет в серединочку. Сливочное масло не помешает. Накрываем полотенцем и дадим ему минут 10 отдохнуть. Выкладываем, делаем дырочку. Пара очень много, начинки много, поэтому пара очень много. И смазываем яйцом. И также выпекаем в духовке. Минут 30 выпекается при 200 градусах. Домашний труд очень большой труд. Вот те, кто вам готовят, низкий поклон этим людям, поблагодарите их. То, что они готовят вам вкусняшки. Если у меня остается яйцо, я его заливаю сюда же. Немножко освобождаю. И вот так. И распределяем. Отправляем в духовку. Второе чудо у нас тоже готово. Посмотрите, какое оно уже нежное, прекрасное. Также смазываем все хорошенько маслом. Края. Не забываем про края. И буквально еще минут 10. Посмотрите, какие красавцы у нас получились. Два больших пирога с зеленью. Разрежем, посмотрим, какие они получились внутри. Чуду получаются очень сочные, очень вкусные и сытные, и полезные. Сплошные витамины. Бомба, а не чуду. Всем настоятельно рекомендую их приготовить. Итак, дорогие друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком. Делитесь моим видео со своими друзьями и близкими. И в соцсетях. Подписывайтесь, если вы еще не подписались, я вам буду очень признательна. Если вы хотите поддержать нас в продвижении канала, ссылочку на донат я оставляю в инфобоксе. Буду вам очень признательна. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до свидания, до новых встреч на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока, друзья.